Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. И сегодня у меня видео о косметических пустых баночках. Но не только, конечно, о косметических, будет и бытовая химия. Кому интересно, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра. Начну я со средства из Fix Price Итлюпин. Средство для зеркал и стекла 750 мл. Ну, тут заявлен лимон. Вообще я данное средство покупаю уже не первый раз, но по прямому назначению для зеркал, для стекол мне не нравится его использовать. Мне кажется, что оставляет разводы и тому подобное. Но при этом мне нравится протирать столешницы. Отлично справляется с этой задачей. Я делю данный бутылек пополам и дальше по полной программе развожу водой. Надолго хватает, все очищает. Я и эту поверхность, и на кухне все столешницы протираю, меня устраивает. Единственное, что сам по себе аромат приятный, любой какой заявлен, но при этом вот после, видимо, что-то испаряется и остается какой-то не очень приятный аромат. Мне иногда кажется, что какой-то аммиачный. Но это происходит и со средством от Faberlic в последнее время для стекол и зеркал, которые я очень люблю. Поэтому я после еще использую полироль Золушка и добавляю туда какое-нибудь эфирное масло. Тогда эта проблема решается. Далее из магазина Билла закончились хозяйственные салфетки. Вот такие вот покупала по 29 рублей. Ну, по акции здесь 72 штуки. Замечательные салфетки. Довольно приятный у них аромат. Ну, сами по себе, салфетки и салфетки. Использовала там для хозяйственных нужд, для всего. Классные. От Золушка у меня закончилось хозяйственное мыло для любых тканей, порошок. Из натурального сырья, не вызывает аллергии, биоразлагаемо для автоматической и ручной стирки. Ну да, здесь нарисовано, что подходит для машин-автомат. Ну, по-моему, я один раз только так пробовала стирать, а так в основном замачивать. Но поскольку замачиваю что-то я редко, то и хватило мне надолго. Стоило очень дешево, я просто не помню сколько. Тут 300 грамм, надо на самом деле покупку повторить. Ну и вообще Золушка это неплохая марка. Из Икеи закончились у меня пакеты. Вот такие вот. Здесь было 25 пакетов на застежки. Но они, в общем-то, есть и сейчас. Я в них замораживаю продукты. Они многоразовые. Ну, в общем, изначально меня... Вот так вот они выглядят. Изначально меня, конечно, очень ломало их мыть. Но поскольку я там храню исключительно овощи, то ополоснул, посушил и можно дальше использовать. А учитывая то, что я замораживаю одни и те же овощи, то, как правило, как получается, подходит к концу, например, брюссельская капуста, я еду, покупаю точно такую и засыпаю туда дальше, то есть даже и ничего мыть не приходится. От Faberlic закончился у меня, да, насчет вот этого, действительно никакой аллергии не было, а у меня бывает аллергия на всякие вот эти средства. От Faberlic Home закончился у меня концентрированный стиральный порошок. Одна пачка заменяет 3 килограмма обычного порошка. Мне хватает надолго. Мне нравится, что в принципе здесь нет никакого запаха. У меня нет ни насморка, ни кашля, ничего от данного продукта. После стирки белье не пахнет порошком. И даже когда уже после стирки полежит там недельку в шкафу, никакого неприятного запаха, в отличие от магазинных порошков, нет.
Поэтому я очень довольна и пользуюсь уже таким порошком, наверное, ну вот как зарегистрировалась, лет 5 или 6 я пользуюсь. Первый раз мне за регистрацию, за первый заказ там был подарок 1 рубль, за 1 рубль. Вот такой порошок давали, еще что-то. Мне понравилось, и с тех пор я уже покупаю сама. Кстати говоря, еще одни салфетки от Билла закончились. Я тогда хорошо закупилась этими салфетками. Дальше. Так, что дальше? Выбрасываю упаковку от массажного крема Нега с экстрактом семян моркови, маслами эвкалипта и мяты. Хорошее средство, но оно похоже на массажный крем Балет, даже немного по аромату похоже. Я увидела в обзоре одной девушки-блогера, по-моему, Ольга ее зовут. Честно, я много видео пересмотрела, но ник я до конца не запомнила. Но там много видео про парфюмерию, про гели для душа, в общем, замечательный блогер. И вот увидела, там девушка решила для ног использовать. А я почему-то посмотрела, решила, что мне срочно надо. Неплохой крем, я очень-очень довольна. Еще один крем у меня закончился для ног. Это от Novasweet жидкий тальк. Защита от натирания, ментол и депантенол. Заживление микротрещин. Вот. Я косметику от Novasweet люблю, ну, в основном для лица. Честно, я не могу на 100% сказать, защищает от натирания или нет. Я покупала просто потому, что мне понравилась упаковка, потому что была дешевая цена и потому что мне эта марка нравится. Аромат приятный, как всегда. Ну, использовала вот перед выходом. Ну, вроде как особо и не натирала ничего, но у меня и обувь-то удобная. Я покупаю кроссовки в Декатлоне, поэтому там хорошая обувь. Единственное, что, да, это, по-моему, вторая упаковка у меня уже. Ну, потому что я купила две, одну себе, одну маме, ну и, соответственно, уже потом использовала сама. Единственное, с этой упаковкой произошла неприятность. В процессе, когда вот уже средство заканчивалось, я открыла тюбик, стала выдавливать остатки крема. Вот эта крышка отломалась, и я вот поранила палец здесь, заживает до сих пор. Покупала я в Улыбке Радуги. 50 миллилитров тут объем. Так. Что тут у меня еще? Положила я в использование вот такие вот шприцы для волос. Биокосметолог Professional. Мне повезло за 33 или за 39 рублей в Ашане по акции купить. Сейчас уже там то ли 60 чем-то, то ли 100 с чем-то они стоят. Значит, укрепляющая маска для волос и разглаживающая маска для волос. Но, честно говоря, я в использование поставила, а пользоваться еще не пользовалась. Вот, возможно, сегодня попользуюсь, потом в каком-нибудь влоге вам расскажу, возможно, в самом ближайшем. Собственно, не воспользовалась, потому что вот краску от Faberlic использовала, там тоже маска дается, поэтому пока руки не дошли. Но оттенок у меня 7,4, пользуюсь опять же много лет, с тех пор, как зарегистрировалась в Faberlic. Ну и пользуюсь я не потому, что я там зарегистрирована, а потому что мне эта краска нравится. Но я знаю, что все зависит от оттенка. У мамы краска была, она пользовалась 1.0 черная, ей тоже все нравилось. А, например, моя подружка, я не помню, какой она заказала цвет, ей не подошло. Знаю, что и еще есть девочки, которым эта краска не подходит. Но все это зависит абсолютно точно от оттенка, возможно, еще от чего-то. Так что нужно все тут пробовать. Вот. То есть то, что подходит мне, это не значит, что прям зайдет всем. Но для меня это хорошая краска. Я уже рассказывала, что на мне она сползает с волос достаточно равномерно.
То есть не так, как палет или гарньер у меня сходит с кончиков, и мне приходилось подкрашивать еще, и я там волосы пересушила. Но опять же, вот, например, у меня ученица красится краской палет, и ей очень нравится. Она в восторге, пользуется много лет, и у нее все хорошо. Поэтому вот, опять же, мы все разные. И тут не поймешь, кому что. Следующее. Выбрасываю от L'Oréal роскошь питания экстраординарное масло. Преображающее масло для лица глубоко питает, активирует сияние. Вот в такой упаковочке. Ну, собственно, я только упаковку выкидываю. Для всех типов кожи. Тут эфирные масла, 8 масел: лаванда, розмарин, герань, апельсин, роза, майоран, лавандин и ромашка. Потрясающий аромат. Это такое типа как сухое масло. Ну, оно в смысле жидкое, но оно не оставляет жирного блеска. И такое сначала есть легкое сияние, но минут через 15 и оно проходит. Никакой липкости. Хорошо ухаживает за кожей. Я сначала подумала, что, по-моему, у меня, думаю, аллергия на него, что под глаза наносить нельзя, но вообще вроде как можно. Я к нему приноровилась и использую с огромным удовольствием. Я покупала в Магнит Косметик, была акция по-моему, 200 с чем-то рублей, а мне средство досталось за 50, потому что у меня был купон от активного гражданина на 500 рублей. Следующее, что у меня закончилось, это была вот такая вот парочка от Oriflame Love Nature серия с миндалем. Так, сейчас, минуточку. Лосьон для тела и гель для душа. Вот. Такие малышки. Довольно приятный запах. Ну и, в общем-то, нормальное средство. Я уже его доиспользовала. В принципе, таких малышек мне лично до 5 раз может хватить. Но тут я уже прям добивала основательно. Единственное, что не понравилась мне вот упаковка, конечно. Не знаю почему. Ну, сложно добывать продукт уже, когда заканчивается. Вот. А к самому действию... Опустила немножко камеру. По действию прекрасные продукты, ничего плохого сказать не могу. 30 миллилитров. Но у меня давно эти тюбики были в запасе. Я когда купила, попробовала и отложила. Думаю, куда-нибудь возьму с собой. Но в итоге так эти миниатюрки и лежат. Не знаю, есть они сейчас или нет. Но в целом неплохо, имеет место быть. Что у меня еще? В Ашане когда-то покупала тоже по принципу куда-нибудь взять, но на тот момент это было актуально. Это был, кажется, 2017 год от Lavelle Collection Botanic Secret. Шампунь для всей семьи, для всех типов волос, защиты и уход. В объеме вот такая малышка. Объем здесь 50 миллилитров. Собственно, он произведен в 2016 году и годен до мая 2019 года. Использовала сейчас, мне кажется, что аромат начал меняться в принципе. Но я его использовала, потому что крышка уже отломалась сама по себе. Аромат все равно был, хоть и ощущалось, что он немножко начал меняться из-за масел. Но в целом был приятный, я его использовала. Нормально пенился, хорошо волосы промыла. В общем, никаких нареканий нет. Но с одного раза-то, в общем-то, и не скажешь, да, Сплат, зубная паста, Juicy Lab, персиковое чудо. Это детская зубная паста, соответственно, она не содержит фтора. Ну, просто вообще, как-то мне врач говорил, что фтор может не очень хорошо влиять на зубы, но
В целом он говорит, что это вот чтобы действительно фтор повлиял как-то плохо на зубы, как там называется, флюороз или как-то так. Вот. Это нужно в течение месяца или двух просто на ночь зубы намазывать зубной пастой и не смывать, и тогда действительно что-то будет. А так, когда чистишь, ничего такого не должно происходить. Вот. Но он мне сказал, что если все-таки я не хочу использовать зубную пасту с фтором, мы просто говорили, что зубная паста для взрослых, ее очень сложно найти без фтора. Небольшой выбор. Он сказал, что можно использовать детскую, на что я заметила, что, говорю, вот многие блогеры говорят, что зубная паста детская только для детей, что она вообще ничего толком не делает. Он сказал, что это неправда. Он сказал, что зубная паста детская хорошо очищает зубы, в том числе и у взрослых, но если чистить так, как положено, то есть не 30 секунд и побежал, а как следует, как положено, качественно чистить зубы, то детская зубная паста будет и взрослые зубы очищать без каких-то проблем. И он сказал, что если я хочу, я могу спокойно покупать детскую пасту. Поэтому я после сразу побежала в Fix Price и радостно выбирала себе пасту. Выбрала персиковое чудо. Ну, знаете, в первый момент мне, конечно, было прикольно, потому что до этого я покупала от фабрики Свобода зубную пасту пародонтол. Она мне нравилась и по вкусу, и все, но когда из раза в раз одно и то же используешь, то, конечно, на контрасте мне показалось прикольно. На деле очень странный вкус, и я не знаю, если бы я была ребенком, вряд ли бы мне это понравилось, потому что оставляет какую-то горчинку, какое-то неприятное послевкусие. Зубы действительно очищает хорошо, у меня вообще нет никаких претензий, но вкус меня не впечатлил, потому что изначально я повелась на персиковое чудо, на единорожку, все дела, но, в общем, доиспользовала, и впредь буду, возможно, выбирать тоже иногда для разнообразия детскую пасту. Ничего в этом, я убедилась, плохого нет. От Faberlic из серии Эксперт Фарма в объеме 75 мл закончился сос-крем для активных людей. Кто смотрит видео постоянно, знает, что я очень люблю этот крем. Он очень хорошо работает. Собственно, я много хожу, и для меня это актуально. Faberlic сразу заявляет, по крайней мере, раньше точно была надпись в каталогах, что этот крем, да, он не подходит для травм. То есть, если вы травмировали ногу, он вам не подойдет от всяких там растяжений и тому подобное. Этот крем именно снимает усталость, и снимает усталость очень хорошо. То есть, когда вы много гуляли, приходите, мажете вот этим кремом ноги, и усталость действительно проходит. Шикарный крем, и при случае, конечно, я, наверное, покупку буду повторять. Я уже не помню, сколько у меня на самом деле было этих тюбиков. Как водится, от марки «Каждый день» мешки для мусора в объеме 10 мл. Раньше я их использовала чисто там, когда овощи чистила, то есть чищу в пакет, завязываю, кидаю в общий пакет. А сейчас вообще использую для мусора. Они небольшие, как бы, 20 штук по 10 литров. Соответственно, мусора туда немного помещается, я потом завязываю, кладу в общий пакет. И там на следующий день выбрасываю, и вот этот общий пакет, он как бы сухой, чистый, и дальше в него можно складывать. Ну, как-то так. И еще я выбрасываю лак от Dance Legend. Какой тут оттенок у меня? Сейчас скажу. 52-й. Вот такой лак. Почему выбрасываю? Ну, потому что, во-первых, здесь уже осталось меньше половины.
Ну, помнится, я им пользовалась, он мне нравится. Вот такая вот кисточка. Но сейчас он уже прям набирается очень мало. Как-то мне не понравилось, как ложится, поэтому уже избавляюсь. У меня лаков было много, и вы знаете, что я, по-моему, в прошлый или в позапрошлый раз очень много лаков просто выкинула, потому что некоторые полосят, еще что-то. И я оставила немного. Когда я их израсходую, я не буду больше покупать в большом количестве. 1-2 куплю, использую и потом буду уже приобретать что-то другое. Ну что ж, это все были пустышки. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Благодарю вас за просмотр, желаю вам здоровья, настроения, вдохновения во всем. До скорой встречи, всем пока-пока.